Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке будем с вами вязать снуд, такой длинный снуд труба. В работе буду использовать пряжу Атрика. Так, состав у нас 60% хлопок, 30% акрил, 10% шерсть. В 100 граммах 225 метров. Одного моточка вполне достаточно. Вязать буду крючком номер 5. Итак, вязать буду для себя на обхват головы 58 сантиметров. Чтобы этот снуд хорошо одевался, то есть если у меня обхват головы 58 сантиметров, я прибавляю еще 5 сантиметров. То есть это у меня получается 63 сантиметра. Мы сейчас набираем цепочку из воздушных петель и прикладываем к линеечке. Чтобы не натягивая особо, эта цепочка у нас была 63 сантиметра. И замыкаем ее в круг. То есть, понимаете, если у вас обхват головы 57, прибавляете 5 сантиметров, это будет 62 сантиметра. 56 обхват головы, прибавили 5, 61 сантиметр. И количество набранных воздушных петелек должно быть четным. Итак, начинаем вязание. Делаем узелок и набираем воздушные петельки. Итак, я набрала 94 воздушные петли. Смотрите, когда мы меряем, да, нашу цепочку из воздушных петель, мы ее не натягиваем. То есть мы вот так вот положили на стол, не растягивая, и померили. То есть у меня она получается ровненько 63 сантиметра. Итак, соединяем в кольцо нашу цепочку из воздушных петель. Смотрите, чтобы она не перекручивалась, не переплеталась. Так, делаем воздушную петельку. Я еще раз сюда ныряю. То есть я, как всегда, делаю свою искусственный столбик с одним накидом из 2 петелек в начале. Провязала. Одна воздушная, еще одна воздушная. Вот у меня искусственный столбик с накидом. И одна воздушная петля. Далее делаю накид, одну петельку пропускаю, следующую провязываю столбик с одним накидом в 3 приема. То есть обычно мы провязываем столбик вот так в 3 приема, то есть мы провязываем не 2 раза, а 3. Так, одну петлю пропустили и провязываем 1, 2, 3. Воздушная петелька. Внизу петельку тоже пропускаем и провязываем столбик с одним накидом в 3 приема. Вот такие получаются длинные вытянутые петельки. Одну пропускаем, следующий столбик с одним накидом в 3 приема. И таким образом вяжем первый ряд. Свяжем, я вам покажу, как переходить на следующий ряд. Итак, я приближаюсь к завершению своего первого ряда. Делаю воздушную петельку. Смотрите, у меня уже голубой красивый цвет. Ниточка меняет цвет, что очень красиво. Так, а теперь смотрите, как будем переходить на новый ряд. Так, вытягиваем вот эту петельку. Не забываем здесь воздушную провязывать. Так, здесь считаем 1, 2, 3. Так делаю я. Тогда получается наши искусственные столбики с одним накидом очень похожи на настоящие. Петелька, видите, у нас вот там сзади. Еще раз прокручиваем, вынимаем ниточку, 2 петли на крючке, 1, 2, 3. Вот у меня искусственный столбик с одним накидом. И дополнительно 1 воздушная петля. И все. Далее вяжем такую филейную сеточку. Опять же, не забываем, что у нас столбики с накидом в
3 приема, то есть у нас петельки более длинные. 1 воздушная петля и вяжем столбики с накидом в 3 приема. 1 воздушная петля. Еще раз потом покажу, как я заканчиваю второй ряд. И все последующие ряды тоже мы вяжем одинаково. У нас только меняется цвет ниточки. Длину делаем, какая кому нравится. Я буду вязать, буду смотреть, буду примерять. В итоге потом вам скажу, сколько я связала рядов. Вот такой вот вяжем до конца второй наш ряд. Еще раз покажу, как переходить на третий. И далее будете вязать самостоятельно. Смотрите, какая получается филейная сеточка красивая, которая меняет цвет. Так, заканчиваем второй ряд. Делаем воздушную петельку. Эту петельку вытягиваем. Здесь мы ищем 1, 2, 3, третью петлю, да, заходим с изнанки. Я закрываю так. Вы хотите, сейчас покажу. Вот это наша петелька на изнаночной стороне. Мы еще раз сюда ныряем, вытягиваем петельку, 2 петли на крючке, провязали и еще 2 воздушные петли. Вот такие у меня искусственные столбики с одним накидом. Просто посмотрите внизу, да, вот они абсолютно, практически немножко видно, практически не отличаются от других столбиков. По желанию вы можете делать классическим способом. Провязали воздушную петельку в третью петлю, делаем соединительную петлю, 1, 2, 3. Можно и так, но я показываю так, чтобы не было видно абсолютно никакого. Так, я показываю просто такой способ вязания, при котором не видно абсолютно никакого перехода. Это совсем не сложно. Вытягиваем эту петельку, делаем ее чуть поменьше и еще раз сюда ныряем, 2 петли на крючке, провязали и 2 воздушные петли. Это у нас искусственный столбик с одним накидом и воздушная петля. И далее вяжем все так, как я вам и показывала. Столбики с одним накидом в 3 приема. Все вяжем очень-очень-очень длинную такую трубу. Я когда свяжу, скажу, сколько она у меня сантиметров. Померяю обязательно на себе и покажу вам. Так, я довязываю свой последний ряд. Так, воздушная петелька. 1, 2, 3. И все. Здесь делаем последнюю петлю. Обрезаем нашу ниточку. Все, вытянули и прячем хвостики. Итак, смотрите, какое у меня яркое получилось полотно. Так, всего я связала 27 рядов. Длина нашего снуда получается 45 сантиметров. Ширина, да, 30 сантиметров. Итак, если вам понравился мой такой вот легкий, потому что само полотно получилось такое легкое, мягкое. Я вывязала практически все 100 метров, то есть один моточек. Вот что у меня осталось, чуть-чуть желтенького цвета. И на самом деле снуд получился очень легким, очень комфортным. Если вам понравился вот такой вот мой простой мастер-класс по вязанию такого снуда трубы, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Сейчас покажу фотографии на себе.